Всех приветствую на своем канале. Сегодня ролик будет посвящен хрипам. Хрипы у бройлеров. Мне пришел комментарий, смс на электронную почту от моей подписчицы. И она у меня спрашивает, рассказывает свою историю, во-первых, говорит, что она купила 20 бройлеров, купила первый раз в жизни, вышла, говорит, на пенсию и купила бройлеры. И решила мясо свое, чтобы было. И говорит, у нее такая проблема. День бройлеры хрипят. Она говорит, чих есть, хрип есть. Ночью за ними это не наблюдается. Бройлерам ее на минуточку 3 недели. В 3 недели могут быть хрипы и от глистов, но она проглистовала. Но это не факт, что глистов нету. Насчет пропойки. Она написала, чем она пропаивала, что ей посоветовал тот продавец, у которого она покупала, тем она и пропоила. В принципе, ту, которую она написала пропойку, я не сильно поддерживаю, потому что там много антибиотиков, но смысл тот, что пропойка, по моему мнению, правильная. Ну и в итоге переходим мы к вопросу. Хрипят днем, в обед, вечером, грубо говоря. И ночью у них этого не наблюдается. Днем аппетит у них плохой, ночью хороший. Днем также, днем они себя чувствуют вялые, сонливые, вода, говорит, какая-то из клюва идет. Ночью такого не наблюдается. И я задала единственный вопрос ей, сколько пьют воды. И она сказала, что вот эти 20 бройлеров пьют порядка 10 литров воды. Но они у нее находятся на солнышке. Да, она их, на улице. Да, она их там прикрывает, говорит, покрывалами, чтобы тенек у них был и все хорошо. Но смысл тот, что находятся они у нее на улице. И я решила снять по этому поводу, по этому даже вопросу ролик. Хрипят. Хрип, кашель. О чем говорят это? Реально ли это бройлеры именно заболели? И здесь однозначный ответ – нет. Ваши бройлеры могут не болеть. Так как сейчас на улице очень жарко, доходит до 30, в некоторых областях и районах даже выше. Поэтому бройлеры, они много пьют. Вода эта собирается в гортани, и поэтому вам слышится, как будто вот хрип идет, как будто, потому что эта вода ходит, она по гортани и издает хрип, а они-то дышат. Дальше вода из клюва, это тоже симптомы, то, что много бройлеры пьют. Да, они едят плохо днем, в обед, вечером, грубо говоря, плохо, до тех пор, пока более-менее не спало солнце и не стало на улице настолько комфортно им находиться, что они перестали хрипеть. Поэтому днем они у вас хрипят, кашляют, вечером они у вас ведут себя нормально. Прибавка в весе у вас ночь хорошая. И все хорошие, можно сказать, черты на ночь. Все у вас хорошо. Поэтому приходим мы к выводу, к тому, что хрипы, кашель летом, заметьте, я говорю про лето, хрип и кашель – это не только симптомы, то, что ваш бройлер болеет. Вот видите, они у меня сейчас как бы хрипят. Но это не означает, что они у меня болеют. На улице очень жарко. У нас сейчас, они у меня стоят в теньке, за домом я. Вот видите. За домом они стоят. Здесь более-менее прохладно, но и при этом они у меня очень много. Вот я поилки буквально час назад, у меня здесь 22 бройлера, поилки час назад поменяла, и все равно у них здесь очень
как бы душно, все равно душно есть душно. Хоть вы в тенек ставьте, хоть куда. Пьют они вот буквально, да, вот уже по полпоилки у них нету. Поэтому не стоит сразу бить панику и пичкать антибиотиками. Вы не смотрите видео, ролики. Я такая же, как и вы, смотрю ролики, как только чихнул мой бройлер или там что-нибудь со скотиной, с другой, с моими любимыми что-нибудь случается, я сразу ролик по миллион просматриваю. Сразу все симптомы сходятся. Чихает бройлер и кашляет бройлер, и все с бройлером не так, значит надо антибиотик. Нет. Не во всех случаях это антибиотик. День-два, да, я понимаю, что если коснуться сразу, то можно избежать полностью падежа. Но день-два понаблюдайте. Если ничего страшного, таких как болезни, как цидиоз, микроматоз и все остальное, микроплазмоз или как там называется, то все с вашими бройлерами будет. А эти болезни, если они зашли к вам в хозяйство, то все равно падеж будет, это не стопроцентный, но падеж будет, и это вы все увидите. Ну, далее. Если вам понравилось мое видео, ставьте классы, подписывайтесь. На канале будет очень много рецептов и видео про хозяйство. Как мы ведем это хозяйство. До новых встреч, пока-пока.